Всем привет! На дворе 2022 год. И, казалось бы, по спор сняли уже все, что только возможно. Спидраны, прохождение без войны, прохождение без урона. А про все остальные видосы я вообще молчу. Однако совсем недавно мне на глаза попалась замечательная рубрика под названием «100 дней хардкора», которая заключается в 100-дневном выживании в какой-либо игре на максимальном уровне сложности. Интересен формат тем, что именно в подобных продолжительных хардкорных прохождениях возможно максимально понять и прочувствовать игру во всей ее красе. Но вот в чем беда. Для моей любимый спорт данный формат совершенно не подходит, ведь тут не то что дней нет, тут прохождение миллиардами лет исчисляется. И в этот момент мою голову посетила гениальная, а может и не очень гениальная идея. Устроить другой челлендж, который даст максимально погрузиться в космический этап спора. И называется это испытание 100 планет хардкора. Да, вы поняли все правильно. В этом испытании нужно захватить 100 планет на максимальной сложности и без щитов. И если кто-то подумал, что я буду тупо выставлять 100 колоний по очереди на безжизненных планетах, то вы ошиблись, ведь космический этап спор интересен именно своим разнообразием, в том числе и возможностях механик захвата планет. Я решил, что все эти 100 планет будут захватывать, используя все возможные игровые механики и необходимые для этого философии. А если говорить подробно, то часть планет я действительно захвачу с помощью колонизации и попутно их терраформирую. Следующую часть я куплю, используя торговлю и свои заработанные на пряностях шекели. Третью часть планет я возьму войной. На этом способы, для выполнения которых не нужны какие-то определенные игровые философии, закончились. Однако, если мы хотим опробовать все возможные способы захвата планеты, то без обучения космическим философиям нам не справиться. Я буду обращать планеты в свою веру, используя при этом философию фанатиков, которую мне еще придется получить, выполнив задание этих самых фанатиков. Также я буду захватывать планеты с помощью гравитационной волны, которая доступна только философии ученых. На каждый из этих 5 способов приходится одинаковое число планет – 20 штук. Играть я буду за империю потапонов. Этих существ мы создали на одном из стримов, если кто помнит. Загружаем нашего потапона в потолет и начинаем. Начало хорошее, ведь рядом с родной планетой находится редкий кубический спутник. Что определенно круто, но еще лучше, что в нашей родной системе была планета с фиолетовой пряностью. А это ни много ни мало самая дорогая пряность во вселенной. В режиме хардкора ее максимальная цена доходит до 50 тысяч спорлингов, в то время как самую простую красную пряность, которая добывается на родной планете, можно продать максимум за 13 тысяч. Кстати, свою первую колонию я основал именно на планете с красной пряностью. Но не потому, что мне так хотелось, а потому, что это было сюжетное задание в обучении. И все-таки я решил, что разбогатею в самом начале игры, если займу планету с фиолетовой пряностью и оптимизирую на ней механизм добычи, что я и сделал. Да, я занял планету с фиолетовой пряностью, однако дальше мне нужен был стартовый капитал, ведь терраформировать планеты стоит денег, а без должного уровня терраформирования пряность будет добываться очень медленно и в малых количествах. Я заключил несколько торговых соглашений с доброжелательными империями, которые оказались рядом со мной. И в мои города стала поступать желтая пряность, которой я мог немного торговать и подзаработать. Жил я впроголодь, на всем экономил, но наконец смог заработать на нужное мне количество инструментов терраформирования. Подлатал атмосферу планеты, заселил ее новыми существами и наконец смог обустроить город для добычи пряности. Я был потенциально богат. И всего лишь 2 фиолетовых коробочки я мог продать как 10 красных. А это уже стоимость еще одной колонии. Конечно же, я решил не останавливаться на достигнутом и полетел искать другие планеты, которые позволят мне разбогатеть еще больше. Важная деталь. Пока я могу колонизировать только 5 планет, поэтому нужно выбирать с умом. Ведь остальные 15 я буду колонизировать, когда буду обучаться философии фанатиков. У них специальное такое задание есть. В общем, я нашел еще 2 планеты с зеленой и фиолетовой пряностью. Колонизировал их и начал по полной барыжить самой редкой и самой дорогой пряностью в галактике, заработав свой первый лям. Потом второй, ну а потом и третий. Да. Алло. Да. Ну как там с деньгами? В общем, предприимчивый космонавт сможет заработать приличную сумму даже на 4 планетах. Кстати, мой друг-одноклассник, который не сдал ЕГЭ и никуда не поступил, благодаря своей предприимчивости смог поднять 2 ляма на крипте и купить квартиру в Самаре. Я, в отличие от него, ЕГЭ сдал и уже 3 года непонятно чем занимаюсь в университете. Короче, кому интересен его опыт, заходите на канал в ссылке в описании. Там он толкает прогнозы и инсайды о криптовалюте. Что с деньгами? С какими деньгами? Я решил колонизировать последнюю 5-ю планету, тоже, разумеется, с редкой пряностью, и начать скупать уже чужие системы. Ну а пока у меня было всего 5 планет, однако если довести каждую из них до 3-го уровня терраиндекса, установить 3 города, грамотно их застроив, и также поставить хранилище пряности, эти планеты будут добывать по 30 единиц редкой пряности, и при этом будут это делать довольно быстро. В общем, я никак не мог остановиться продавать и добывать пряность,
набрал уже 10 лямов спорлингов и решил, что теперь точно пора прикупить себе чужие планеты. Торговое соглашение с одной из систем своих союзников я заключил довольно давно, и они были уже не прочь продать мне свою систему. В этой системе была простая планета с максимальным терраиндексом 1 и оранжевой пряностью. Но поскольку это была моя первая покупка, я решил не жадничать и заплатил за нее аж 3 ляма спорлингов. От такой щедрой цены офигели даже покупатели. Но у меня осталась простая непрокачанная планета, на которую потом сразу же напали пираты. Следующие планеты нужно выбирать с умом, чтобы они приносили мне спорлинги в казну. Но при этом, чтобы их купить, спорлинги тоже нужно иметь, потому что за хорошую планету просят хорошие деньги. Поэтому следующее торговое соглашение я заключил с кошерной и прокачанной до 3 уровня планетой, которая принадлежала империи шаманов. Это довольно веселые ребята, и тем более пару раз они дарили мне деньги просто так. Так что они с радостью согласились на торговое соглашение. Планета мало того, что была вкачана до 3 уровня терраиндекса, так на ней еще была фиолетовая пряность. А это значит, что меньше чем за 10 лямов они ее точно не продадут. Однако мне, опытному барге пряностью, заработать 10 лямов было несложно. Когда я в общей сложности купил уже 6 планет, среди которых помимо вышеперечисленных была крутая планета 3-го терраиндекса с огромным вмещением желтой пряности, я решил, что процесс этот идет уж как-то слишком долго, ведь для покупки какой-то определенной звездной системы нужно ждать, пока ее обладатели для этого созреют. А одновременно заключено может быть только 3 торговых соглашения. Именно поэтому я решил, что помимо философии ученых и фанатиков, к моему челленджу добавится 3-я философия, философия торговца, которая обладает способностью вливания капитала. По сути, геймплейно эта способность никак не влияет на игру. Вы отдаете за звездные системы точно такие же деньги, в соответствии с их негласной ценой. Просто время ожидания уменьшается. Обучиться чужой философии можно только у империи, которая достигла 4-го уровня развития, и у нее в распоряжении есть более 8 планет. В будущем мы будем помогать развиваться необходимым нам империям. Однако в данном случае империя двуногих торговцев, которая, во-первых, наш союзник, а во-вторых, обладает аж 5-м уровнем, вовсе не против обучить нас своей философии, всего за 2,5 ляма. Иронично, что философия богатых торговцев одна из самых дешевых в галактике. Однако цена за получение — это не полная плата принятия философии. Чтобы стать настоящим торговцем и получить способность вливания капитала, необходимо продать 5000 любых объектов. Счетчик этот появляется на месте с остальными заданиями, и я пробовал заскамить его, продавая и покупая одну и ту же пряность, но это не работало. Тогда я вспомнил про баг с дюпом пряности. Если ее выгрузить к себе на планету, потом купить за 0 спорлингов в меню торговли, то та самая пряность, которую мы купили, останется стоять на месте. Мы просто забираем ее и удваиваем таким образом ее количество. Однако иногда пряность предательски пропадала, да и к тому же это было очень долго и скучно. И тогда я решил, что прокачаю до максимума все имеющиеся в моем распоряжении планеты, чтобы мне только и оставалось что летать по ним, да и собирать здоровенные охапки пряности. Но все равно путь продажи пряности был очень долгий. За это время я успел заключить еще один союз, развязать войну с соседней империей воинов, за то, что я отказался платить им дань. Однако долгожданная философия торговцев была получена, а вместе с ней и способность к вливанию капитала. Я долго думал, а нужно ли мне вообще это было? Не проще было бы купить планеты естественным способом и не париться с такой долгой продажей 5000 единиц пряности. Но знаете, на самом деле благодаря этому заданию я смог нехило разбогатеть, а при этом у меня был стимул вкачивать до максимума имеющиеся планеты. И вот наконец пришла пора покупать. Мне оставалось купить еще целых 14 штук. В общей сложности на покупку планет я потратил 60 миллионов спорлингов, большая часть из которых пришла на покупку планет с терраиндексом 3. Однако теперь у меня есть редкая кубическая планета, а также понимание того, что, оказывается, кроме моих ближайших соседей, все остальные империи в галактике имеют первый уровень развития и совсем не собираются развиваться дальше. Это значит, что в будущем необходимых мне ученых и фанатиков мне придется прокачивать самостоятельно. Но сначала война. Пакостная империя воинов, которая постоянно пыталась стрясти с меня денег, начала нападать на мои колонии с фиолетовой пряностью, да еще и на родную планету позарились. А это значит, что пора закупиться самым крутым оружием, позвать всех своих друзей и приручить космических гопников. И тут начинается хардкор, ведь, как вы понимаете, умирать нельзя. Но перед этим давайте полюбуемся тем, как возросла наша империя. Она еще не такая большая и тем более развита только в одном из рукавов галактики, но очень скоро мы его покинем. Вообще воевать, когда ты уже успел нехило прокачаться, не так уж и сложно. По крайней мере, это было легко делать на планетах с одной или двумя колониями, которые я атаковал. На небольшое время меня спасал щит, ну а мегалазер просто доводил колонии либо до белого флага, и тогда я мог сразу захватить планету, либо просто сносил колонии с лица земли. Однако империя воинов, которая развязала мне войну, оказалась не лыком шита, и почти после каждого моего завоевания наносила ответный удар по планетам моей империи и даже по родной планете. В общем, количество боев знатно так возросло.
Но захватывать слабые планеты, а также отбиваться от врагов было не так уж и трудно. Гораздо сложнее было захватить самую последнюю, родную планету этих воинов, на которой стояло аж целых 12 городов. А это значит, что временный щит рано или поздно кончится и меня не спасет. К тому же у Империи на родных планетах много как и турелей, так и военных кораблей. Самое крутое мочилово началось тут, и пару раз меня действительно чуть не убили. И если бы не ремонтные наборы, то мне пришлось бы перепроходить всю игру заново. Хорошо, что я закупился бомбами с зарядом антивещества, с помощью них можно вмиг стереть с лица земли целый город, и они имеют относительно быструю перезарядку. Итого из 12 городов осталось только 3, которые я захватил, а остальные уничтожил. Итого к владению нашей империи прибавилось 6 вражеских планет, а империя The Big Guns была полностью уничтожена. Так закончилась первая моя война, однако для захвата необходимо еще 14 планет. Следующая империя, с которой я стал воевать, это Техногорилла. У них было всего 4 планеты, и они сразу же объявили мне войну, как я залетел на их территорию. Первые 3 колонии были захвачены, а вот на их столицу я решил отправиться без союзников, чтобы было сложнее и интереснее. В общем, на этот раз я ставил аж целых 4 города, минус Техногорилла, плюс 4 планеты. Все шло хорошо, но однако я уж слишком засиделся в этом рукаве галактики, и для захвата следующих планет пора бы отправляться в другие рукава. Наконец я купил двигатель для прохождения червоточины за полцены у торговцев, и отправился в совершенно другую часть галактики. Но забросило меня недалеко, в соседний рукав, в котором я сразу же обнаружил необходимых мне ученых и фанатиков для обучения их философии. Однако, как я предполагал, эти ребята были всего первого уровня. Цель для захвата я искал недолго, ей стала империя воинов, у которых была всего одна планета. Их империя, которую я с радостью и захватил. Плюс одна захваченная планета. Но дальше мне стало жалко воевать с бардами и шаманами, которые в основном попадались мне на пути, и я решил, что оставшиеся 9 планет будут планетами Гроксов. В конце концов я вкачался на максимум, и тем более это будет интересно. По дороге, кстати, я захватил империю одних воинов. Итого осталось у меня 8 планет к завоеванию. Гроксы бьют очень сильно, однако используя щит, можно быстро завоевать их планету, так как у них практически никогда не бывает там по 12 городов. После того, как я завоевал 2 планеты Гроксов, то до меня дошло, что ведь это чистое самоубийство – оставлять свои же колонии рядом с Гроксами, ведь в таком случае рано или поздно они их попросту разнесут, что собственно и произошло. Пока я защищал свою планету, Гроксы успели снести все 3 города, которые я на ней возвел. Поэтому я решил, что лучше повоюю с кем-нибудь другим, а на уже занятые планеты рядом с Гроксами поставлю Убер-башню в качестве защиты. Поэтому я решил возвращаться обратно. Оставшиеся 6 захваченных мной империй были начинающие войны и фанатики, которые я встретил по дороге домой. И если честно, то их было даже немного жалко. Что ж, теперь нам остались последние 2 способа. Захват планет через философию ученых и философию фанатиков. Необходимых мне фанатиков я улетел искать в соседний рукав галактики, через черную дыру. Знаком я был с ними довольно давно, но у них по-прежнему был первый уровень развития и всего 2 занятых системы. Поэтому мне срочно нужно было их прокачать. А сделать это можно единственным способом – увеличить количество планет, занятых этой империей, до 8, чтобы они заполучили 4 уровень, на котором эти парниши и смогут обучить меня своей философии. Для этого я заключил с фанатиками союз, выполнил перед этим их задания и отсыпал им много денег, после чего стал просить, чтобы они отправили свои корабли на планеты моих врагов. Однако сам я захватывать эти планеты не собирался, а поэтому их занимала империя фанатиков, расширяя тем самым свои владения. И если на какой-то планете было очень много городов, я предварительно их уничтожал и оставлял только 1 город, чтобы адептам веры в споре было легче. И наконец, когда в их владении оказалось 8 систем, ребята наконец-то согласились меня обучить своему пути. Мне рассказали про сверхсекретное оружие фанатиков под названием «Исступление» и отправили колонизировать 15 планет, чем я с радостью и занялся. Поскольку денег у меня было дофига и больше, я не стремился захватывать исключительно планеты с фиолетовой пряностью, но все же искал приемлемые и приятные планеты для колонизации в этом же рукаве. Таким образом, в попытке получить философию фанатиков, мы выполняем первую часть челленджа, которая заключается в колонизации 20 планет, 15 из которых мы занимаем прямо сейчас. Итого в сумме у нас уже есть 60 занятых планет. Ну и как только я получил исступление, то решил опробовать его на ближайших империях, которые относились ко мне плохо. И по сути это самый читерский, но при этом легальный способ захвата планеты, потому что вся инфраструктура планеты остается, но при этом вам не надо ни ждать, ни платить деньги за торговое соглашение. Правда, из-за использования данного супероружия отношения с ближайшими империями сильно портятся. И очень иронично, что империя парниша, которая меня этому навыку научила, тоже почему-то решила обидеться. Сразу же после этого какая-то молодая империя воинов решила развязать мне войну.
Ну, в общем, они сами напросились, и я моментально разбил их исступлением. Однако после этого все в округе стали злы на меня, в том числе и ученые, у которых я собирался выучиться их философии. Поэтому завоевывать планеты исступлением я отправился в третий рукав галактики, прямиком к Гроксам. Две моих колонии, которые я поставил на границе с Гроксами, были живы до сих пор, наверное, благодаря Убербашням. Поэтому за остальные я не переживал. На самом деле, если у тебя есть суперспособность исступления, то всемогущие Гроксы не такие уж и всемогущие, так как даже их планету можно захватить в один клик. Причем все особенные здания Гроксов сохранятся, и потом ваши жители будут жить в ужасающих постройках Гроксов. К тому же обычно в одной системе у Гроксов по 2-3 планеты, и использовав исступление, на одной из них две другие захватываются автоматом. Ну, именно поэтому мне не составило особого труда захватить 18 оставшихся планет с помощью исступления. Теперь осталось получить последнюю философию ученых. Что ж, для получения этой философии нам также нужно прокачать империю ученых все тем же методом, насылая их на чужие планеты и помогая им в захвате новой территории. По иронии судьбы, я отправил их на планеты фанатиков, которые в прошлом научили меня исступлению, но потом сами же на меня обозлились за его использование. Ученые были легко прокачаны до 4 звездочек, тем более у них изначально был 2 уровень. И за ни много ни мало 5 лямов они согласились обучить меня своей философии. Но для этого мне надо было исследовать 15 черных дыр, ну и других более редких галактических объектов, вроде туманностей. Но по черным дырам путешествовать было быстрее всего, что я с удовольствием и осуществил. Гравитационная волна была на месте, к финалу близится как и игра, так и сам челлендж. Мне осталось захватить 20 планет и достичь центра галактики. Как вы поняли, эти цели я решил совместить, и по дороге к центру опять начал захватывать Гроксов. Причем таким образом, чтобы последней 100-й планету по счету стала столица Гроксов. Передвигаться я решил по методу Obsidian Time, то есть находиться в непрерывном движении от системы к системе, чтобы меня не забили тапками. Однако наша галактика была непроста, и я пару раз натыкался на тупики, места, где я просто не мог лететь к следующей звезде, так как глушилки Гроксов уменьшали дальность полета. Поэтому приходилось летать по черным дырам и искать оптимальный подлет к центру. И наконец я его нашел. Гроксы бьют довольно сильно и больно, а также быстро могут снести все хп у корабля. Однако наш корабль все же быстрее, и главное это не стоять на месте. Ну и гравитационная волна сделает все за вас. И вот наконец 19 планет Гроксов захвачены гравитационной волной. Осталось захватить последнюю планету, столицу Гроксов. Данная система находится от центра галактики на расстоянии 1 парсека. И по древним преданиям это была первая планета, на которую Стив заселил Гроксов, с которой и пошло дальнейшее их поглощение галактики. В данной системе находятся 2 планеты, на одной из которых 3 города. Первую захватываем гравитационной волной, вторую сносим мегабомбами, и вуаля, родная система Гроксов наша. Мы заняли последнюю 100-ю планету, и теперь можем лететь в центр галактики. Империя Потапонов, которая когда-то была одиноким космическим новичком, теперь является самой большой и влиятельной империей галактики после Гроксов, но и это ненадолго. Путь был большим и сложным, мы торговали, убивали, заключали союзы и обучались разным философиям, однако в душе мы все равно остались странниками, ведь пришли в эту галактику одни, и одни ее покинули. А все существа, которые встречались нам на этом длительном пути, по сути были такими же одиночками, как и мы.